Здравствуйте! В своем очередном ролике о самолетах на банкнотах я хотел бы поговорить о Канаде. У этой страны вообще существует два изображения на банкнотах с изображениями летательных аппаратов. То есть самих банкнот больше, а вот оригинальных изображений всего два. И сегодня я хотел бы поговорить вот об этом самолете, об этом изображении на банкноте в 10 канадских долларов 1937 года. И ровно такую же виньетку мы видим на банкноте номиналом 2 доллара 1935 года. Давайте посмотрим, как это выглядит в каталоге. И потом уже непосредственно перейдем к банкноте и к самолету. Вот каталог канадских банкнот. Страничка, посвященная 2 долларам 1935 года. И здесь дизайн оборотной стороны так и называется. Транспортная аллегория. Меркурий с кораблями, поездами и самолетами. Причем по виньетке, как видите, здесь больше нет никакой информации. Цены тоже можете оценить. Банкнота на английском языке, вот это в состоянии АНС, оценивается сумма около 2000 долларов, 2200, здесь и выше. А по французскому варианту банкноты здесь как бы информация такая же, только цены совсем не френдли, существенно выше, от 9000 и выше, как видите. Вот, кстати, если интересно, фотографии витрины в нумизматическом магазине в Торонто, где я покупал свою десятку. Обратите внимание на цены на вот эти двушки 1935 года. У них были и английские, на тот момент, в момент моего посещения, и английские, и французские варианты. На всякий случай уточню, что цены здесь, конечно, в канадских долларах. И вот еще несколько фотографий витрин. Можете посмотреть цены, если интересно. Вот такие вот десятки 1937 года, как у меня, но из оборота они продают где-то по 30 долларов. Но я, конечно, попросил подобрать себе состояние получше. Вот то, что мне наилучшее, что мне предложили, оно перед вами. Что-то такое близкое к ААНС, наверное. Ну, по крайней мере, оно точно без перегибов. Такие более-менее нормальные уголки. Вот. Ну, с такими ценами на 2 доллара 1935 года я для своего альбома, конечно, ограничился только вот этой позицией. Тем более, что изображение, как я уже сказал, полностью аналогичное. Цвета другие, но изображение аналогичное. Давайте посмотрим, как эта десятка выглядит здесь в каталоге. Вот она. Здесь авторы выделяют целых 6 вариантов с учетом 3 вариантов подписи и разных префиксов. Принтер всегда British American Banknote Company. Вот как здесь указано и на лицевой стороне, и на оборотной стороне этой банкноты. Теперь давайте наконец-то перейдем непосредственно к самолету. Несмотря на то, что как в описании, как я уже сказал, виньетки сказано, что на ней изображены корабли, поезда и самолеты во множественном числе, но на самом деле на самой виньетке, на самом изображении я увидел только один самолет. Давайте рассмотрим его поближе. И это, очевидно, какая-то летающая лодка. Вот ее изображение, чтобы было удобно смотреть. Выглядит это хоть и как стилизованное изображение, но какого-то реального самолета. Это, то есть не выглядит как просто фантазия художника, так как здесь есть какие-то специфические особенности, которые крайне сложно придумать. И похоже, что у этого самолета и все-таки есть реальный прототип. Я на самом деле потратил очень много времени на поиск оригинального изображения самолета, который мог бы быть здесь изображен. В первую очередь искал, конечно, по летающим лодкам, имеющим отношение к Канаде или, по крайней мере, к Соединенным Штатам. И здесь мне очень помог Сергей, автор сайта aviadejavю.ru, который практически сразу мгновенно идентифицировал его как Supermarine Southampton. Он аргументировал это характерными баками под крылом, которые хорошо видно на банкноте, и характерным хвостовым оперением. И я здесь должен сказать огромное спасибо, Сергей, спасибо тебе огромное, если ты это смотришь. С учетом того, что самолет не имеет никакого отношения к Канаде, я бы сам, наверное, его долго искал и, честно скажу, наверное, даже вряд ли бы идентифицировал. Вот. Спасибо. Давайте посмотрим несколько фотографий, сравним эти изображения. Действительно, на некоторых фотографиях с некоторых ракурсов эти самые вот топливные баки, которые здесь являются таким самым характерным элементом изображения, баки под верхним крылом, они видны даже лучше, чем двигатели, которые у этого самолета они размещены на пилонах между крыльями.
Это может объяснить то, что у самолета на банкноте здесь мы совсем не видим двигателей. Надо сказать, что такое техническое решение по установке двигателей между крыльями позволяло выполнять как техническое обслуживание, так и их замену без какого-либо взаимодействия с конструкцией крыла, а топливо подавалось к двигателям самотеком сверху из этих самых баков в верхних крыльях. И таким образом фюзеляж был полностью свободен от каких-либо топливопроводов. Такое вот интересное решение. Кроме того, можно рассмотреть, а скорее, честно говоря, предположить, что у самолета на банкноте, так же как у Supermarine Southampton, нижнее крыло не интегрировано с фюзеляжем. Такое конструкторское решение, которое позволяет эффективно использовать в полете полностью все нижнее крыло. И также в носовой части самолета на рисунке можно увидеть или опять же предположить схематичное изображение мест размещения членов экипажа. А у Supermarine Southampton, как видно на фотографиях, в носовой части размещалось аж 3 человека. Давайте еще посмотрим вот небольшое видео об этой одной из самых удачных и известных в межвоенный период летающих лодок. Еще раз попробуем сравнить это с тем, что мы видим на этой банкноте. Еще раз повторю, у меня нет аргументированного объяснения, почему на канадской банкноте изображен британский Supermarine Southampton, который, насколько я знаю, никогда не имел никакого отношения к Канаде. Но, судя по всему, это именно он. Других вариантов по идентификации этого летательного аппарата у меня, честно говоря, нет. Такая вот история. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.